Пирог с лососем, паста с креветками, чизкейк, медовик, борщ, спрингроллы, крабы, корнишоны, артишоки фаршированные. Вот такое меню в египетском Сентидо Каса дель Мар средней ценовой категории. Основной и в данный момент единственный ресторан отеля – «Панорама». Здесь проходит завтрак с 7 до 10 утра, обед с 13 до 15 дня и ужин с 19 до 22 вечера. Вход в ресторан с ресепшн напротив стойки регистрации, рядом с лобби-баром. Помещение ресторана светлое, чистое, название «Панорама» оправдано видом из огромных окон. Сейчас примерно 9:30 утра, то есть самое жаркое время завтрака. В других отелях в эти часы не протолкнуться, все долгоспавшие спешат успеть до закрытия. Удивлению нашему не было предела, но позже мы поняли, что отель почти пустой. По нашим скромным подсчетам он заполнен не более чем на 10%. Кажется, что персонала здесь больше, чем гостей. Хотим уделить особое внимание одному блюду, которое вы найдете в любом египетском отеле на завтрак. Это фуль – пюреобразная масса из бобов, национальное кушанье арабской кухни, которое готовили еще в древности. Очень вкусное, сытное и дешевое, если покупать в уличных кафешках или готовить самим. Европейские туристы могут пройти мимо, так как основа выглядит не самым аппетитным образом и без приправ почти безвкусно. А мы добавим свежий лук, помидоры, сладкий перец, зелень, если есть, смешаем с кунжутным соусом тахини и оливковым маслом, посыпем кумином, кориандром, солью, красным, черным, белым перцем по вкусу и польем лаймом. Вот теперь пальчики оближешь. В некоторых отелях фуль подают уже приправленный специями. Бывает пересолено или слишком остро. Лучше, конечно, приготовить на свой вкус, как здесь. Добавки в виде мелко нарезанных овощей и зелени можно всегда найти там, где омлеты готовят, если они не стоят рядом с бобами. Пройдем по всем стойкам, чтобы сложилась целостная картина о меню завтраков Каса дель Мар. Картофель, сосиски мясные и куриные, хлопья и мюсли, омлеты, каши, овощи, зелень, сыры, колбасы, йогурты, блинчики. Кроме свежих фруктов были чернослив, инжир, ананасы и персики консервированные. Еще одно национальное арабское блюдо из бобов – фалафель, напоминает котлеты, жареные во фритюре. На завтраке свежевыжатые соки без доплат, апельсин, клубника, манго, вода, кроме обычной, с огурцами и мятой или цитрусовая. Обед тоже хорош. Единственное, если вы проводите день на море, то до ресторана придется пройти минут так 10-15, ведь Сентидо Каса дель Мар находится на второй линии, через променад от пляжного Джаз Каса дель Мар. Радует, что путь этот в основном по тенистой аллее, а не под палящим солнцем. Выбор блюд радует. Мясо нескольких видов, печень, картофельное пюре, овощи
или гриль, или тушеные, рыба-филе в кляре, рис и макароны. Не знаю кому как, но для меня большой плюс то, что салаты не намешаны и не приправлены, а поданы в качестве отдельных ингредиентов. Фасоль, кукуруза, помидоры, капуста, лук красный сладкий, корнишоны, оливки и другие солености. Соусы отдельно. Для детей тоже удобно. Дочка моя почти всеядная, но все должно быть по отдельности, а не в куче майонезно-горчичной. Супы в основном пюре, типа луковый, чечевичный, брокколи и такого плана, либо бульоны, овощные и с лапшой. В один из дней был борщ, который скорее напоминал щи, но не суть. Возможно, его приготовили специально для нас, потому как шеф-повар подходил, спрашивал, что хотим. Мы сказали, что еды более чем достаточно, но на следующий день нас ждал сюрприз. Хочу озвучить несколько имен поваров, надеюсь, что произношу правильно. Саид Хамза, Осама Абдельмунсиф, Ахмед Эль-Саед и все, кто работают на кухне, спасибо вам огромное! Мы жили в номерах 2051 и 52 и 53, рядом с одним из пул-баров. В пустом отеле это был наш личный бар и наш персональный бармен Ахмед. Мимо пройти никак не получалось, на коктейль да задержишься. Пинаколада просто бомба. Здесь же поздний завтрак и пакетированное мороженое с 12:30 аж до 6 вечера. На пляже обслуживание по меню, пицца, бургеры, салаты и иногда блюда вне меню в качестве комплимента, например, сифуд-паста. Нас обслуживали Ислам и Мустафа. Спасибо, вы супер! Лобби-бар во время вечерних шоу – это вкусный кофе и коктейли по вечерам от Ахмеда. Хассам и все работники ресторана очень доброжелательны и внимательны к гостям. На ужин в разные дни были индейка, утка, говядина в соусе терияки, запеченное мясо, спринг-роллы, лапша в азиатском стиле, малахия, крабы, махши и так далее. Хочется отметить подачу блюд. Это всегда эстетично и штучно. Но повторюсь, в отеле, где 50 гостей, проще. Как будут обстоять дела при стопроцентной заселенности, мы не знаем. Хотя друзья, отдыхавшие здесь год назад, сказали, что даже когда отель был в стопе, очередей и толп не наблюдали. В инфолисте заявлен еще один ресторан а-ля карт итальянский, 2 раза в неделю по предварительной записи. Мы не стали записываться, ужинали только в основном. Отдельный восторг касается десертов. Чизкейки суфлейные не редкость в Египте, но настоящий творожный на песочном корже не помню, встречала ли. Возможно, в Pure Lifestyle был. А вот медовик абсолютно точно нигде я не видела, а здесь есть. И типа медовика разные вариации слоеных тортов. А еще восточные сладости с фисташковыми начинками или печенье в кунжуте. Прощай диета. Забыла упомянуть, что на пляже тоже есть мороженое пакетированное, как и в баре у бассейна.
а в ресторане на ужин шарики, но как-то выборочно, не каждый день. Смотрите полный обзор отеля на нашем канале, ссылка на ролик будет в описании к видео. И приятного отдыха!